Всем привет! Сегодня мы будем вязать очень простой рюкзак. Для вязания нам понадобится 2 бобины пряжи лента по 100 метров, то есть всего 200 метров трикотажной пряжи, крючки 9 размера для рюкзака и 5 или 6 размера для вязания лямочек. Также я использовала вот такой портфельный замок. Вы можете использовать вместо него магнитную кнопку. И здорово пригождается при вязании маркер. Им можно отмечать начало ряда. Вместо маркера можете взять нитку контрастного цвета. Рюкзак получается размерами 26 см на 23 см на 15 см. Для начала нам необходимо связать дно рюкзачка. Дно моего рюкзака будет овальным. Я наберу 10 петель воздушных. Сделаю вот так. Скрещивание нитки. Вот эту первую петлю не затягиваю, она у меня будет первой воздушной петлей, не узлом. Набираю еще 9 воздушных петель, чтобы всего получилось 10. Вот так, у меня получается 10 воздушных петель. Еще одна петля мне нужна будет для подъема. Вот в эту 10-ю петельку, которую мы с вами провязали воздушную, мы вкладываем крючок, вытягиваем свободный край ленты и провязываем столбик без накида, вот так. В следующую петлю вкладываем крючок, вытягиваем свободный край ленты и провязываем. Будем с вами вязать столбиками без накида до конца ряда. Я дошла до первой петельки воздушной и в нее провязываю вместо одного столбика с накидом целых 3, чтобы развернуться и была возможность обвязать цепочку из воздушных петель с обратной стороны. Чтобы развернуться, мне вот сюда нужно провязать 3 столбика без накида. Один, сюда же второй. И сюда же 3-й столбик. Вот так я развернулась и могу продолжать вязание по прямой столбиками без накида до конца ряда. Хвостик вот этот, который торчит, я сразу же кладу на ряд и прячу его, чтобы мне потом в конце вязания было меньше прятать. Я довязала до конца ряда. Смотрите, что получается. Для симметрии нам необходимо вот в эту петлю тоже провязать 3 столбика без накида. Один мы провязали в самом начале, вот здесь. Один провязали сейчас, в самом конце. И остался еще 1 столбик без накида. Вот так его провязываем. И соединяем ряды. Для этого я вкладываю в первую косичку крючок. Вот сюда под обе стеночки петли и соединительной петлей вот так через одну и вторую петельку провязываю. У нас получилось начало дна. Так как рюкзачок очень простой будет, вязать дно я буду просто столбиками без накида, чтобы все справились. Для вязания второго ряда я должна сделать петлю для подъема. И в первую же петельку вязать мы будем с вами по кругу, вот так обвязывая дно, чтобы получился овал. В первую же петельку я провязываю 2 столбика без накида, чтобы дно рюкзачка получилось плоским. Вот так. Провязали 2 столбика без накида. И дальше по прямой вяжем до петель закругления. Дошла до петель для закругления. Вот они мои 3 петли угловые, которые образуют у нас угол и поворот. И в каждую из этих 3 петель я провязываю по 2 столбика без накида. В первую петлю 2 столбика без накида,
Во вторую петлю тоже 2 столбика без накида. И в третью петлю 2 столбика без накида. Вот так. Получилось еще одно закругление. Дальше, естественно, вяжем по прямой до следующих петелек закругления. Я дошла до следующих петелек закругления. Мы также симметрично с вами должны удвоить 3 петли. Одну петлю мы с вами удвоили в самом начале, когда только начали вязать вот этот ряд, и должны удвоить еще 2 петли. Вот у меня как раз 2 петельки и осталось. Вот эта петля, она воздушная для подъема. Вы ее не учитываете, что ее нужно провязывать, мы ее вообще будем пропускать, так как она просто поднимает ряд. Итак, провязываем еще 2 петли по 2 столбика без накида. Вот так. Чтобы у нас с этой стороны тоже получилось 3 удвоенных петли. 1, 2 и 3 петли удвоили. После этого мы соединяем ряды. Вот эту воздушную петельку, которая торчит, мы пропускаем. Берите первую полноценную косичку этого ряда, вкладываем туда крючок под 2 стеночки петли и свободный край ленты вот так продеваем сквозь все петли на крючке. Мы с вами соединили, закончили второй ряд. Вот мне видно, где начало и конец ряда, поэтому я редко использую маркер. Если вы новичок, то воспользуйтесь вот такими маркерами для вязания или ниткой контрастного цвета, чтобы отмечать конец и начало ряда и видеть это место. Вот так просто. Зацепляете за пряжу. Для того, чтобы вязать третий ряд, нам необходимо сделать петлю для подъема. В первую же петлю мы будем с вами делать также удвоение. 1 и 2. Удвоили. После этого вяжем по прямой до петелек закругления. Отвлекусь немного. Мне очень часто девочки присылают фотографии и спрашивают, почему у них изделие не ложится в ровный овал или квадрат, когда они вяжут дно. Вот у меня, смотрите, как выглядит сейчас дно. Оно загибается наверх, и здесь нет ошибки. Просто не может только что связанное изделие принимать форму желаемую по мановению волшебной палочки. Главное, чтобы при распрямлении у вас получалась необходимая форма. То есть, если вы вот так вот распрямите ее на поверхности, разложите руками, если она принимает форму овала, значит ошибок нет. Просто ее можно будет прогладить в конце, и все будет хорошо выглядеть. Если вы как не распрямляете ее, но не принимает она у вас плоскую форму, значит где-то вы ошиблись. Теперь перейду к делу. Я дошла до петель закругления очередных, и мы с вами будем уже здесь удваивать петли через одну петлю. То есть первую петлю закругления, вот видите, мы в предыдущем ряду удваивали петельку, из одной петли идет 2. Вот в первую такую мы опять 2 петли вяжем. Следующую петлю одинарную делаем. Потом опять провязываем 2 столбика без накида. Потом одинарную делаем. Опять 2. И одинарный. И еще раз 2. Вот так это закругление мы проработали. Получилось 4 прибавки у меня в этом ряду. 1, 2, 3, 4 удвоенных петельки. Дальше вяжу по прямой до следующих петель закругления. Я снова дошла до петель закругления, и перед петлей закругления я удвою петельку, вот эту вот последнюю. Зачем я так делаю? Вот смотрите, у меня уже здесь конец ряда, и мне нужно вот в этом промежутке успеть сделать 3 удвоения. Одно я делала в самом начале, осталось здесь сделать 3, чтобы у нас были симметричные с вами прибавки с этой стороны и с этой. Для того, чтобы они у меня получились, 3 штуки через одну петлю, то есть одна одинарная чередовалась с удвоенной петлей, мне нужно вот сюда уже сделать удвоенную петельку. Следующую я делаю одинарную.
Следующую я опять удваиваю. Потом одинарная. Потом удваиваю. И одинарная. Видите, как хорошо получилось? Следующая петля у нас идет удвоенная, поэтому мы с вами очень четко таким образом соблюли рисунок. Теперь необходимо соединить опять ряды, точнее конец и начало ряда соединили. Можете маркер передвинуть повыше. Начинаем вязание 4-го ряда. Делаем петлю для подъема. Я здесь сделаю опять удвоенную петельку в начале. И дальше буду вязать по прямой до петель закругления. Дошла до петель закругления. В этом ряду мы будем с вами делать прибавки уже через 2 петли. То есть одну удвоим, 2 одинарные, следующую удвоим, следующие 2 одинарные и так далее. Вот я уже сразу удвоенные петельки увидела от предыдущего ряда. Первую из них я тоже удваиваю. Вот так. Затем 2 вяжу одинарные. Вот так. Потом снова удваиваю петлю. И снова 2 вяжу одинарные. Удваиваю. Ой. 2 одинарные. И вот это тоже удвою. Это будет последняя прибавка. Давайте посчитаем, сколько их всего получилось. 1, 2, 3, 4. 4 прибавки мы сделали. То есть нам нужно будет повторить с этой стороны прибавки. То есть здесь тоже нужно будет, чтобы в сумме получилось 4. А пока вяжем до петель закругления по прямой. Первую прибавку я нашла. С этой стороны начались у меня петли закругления. И вот она, первая прибавка в предыдущем ряду. Здесь я вяжу одинарную петельку, следующую удваиваю. Затем 2 вяжу одинарные. Следующую удваиваю. Две одинарные. Удваиваю. И как раз осталось 2 одинарные провязать. Если вы посчитаете, то с этой стороны тоже получилось 4 прибавки. 1, 2, 3. И первую самую мы сделали в самом начале ряда. Соединяем конец и начало ряда. Передвину маркер. Вязание 5-го ряда, последнего ряда дна, я, как обычно, начинаю с воздушной петли для подъема. И первую же петлю 5-го ряда я удваиваю. Дальше вяжу по прямой до петель закругления. Дошла до петель закругления, первую петлю удваиваю. Дальше логика будет такая: 3 петли вяжем одинарной, следующую удваиваем, опять 3 петли одинарной. То есть с каждым рядом количество одинарных петелек увеличивается на 1. Поэтому если вы захотите связать дно больше, чем у меня, и выполнить 6-й, а может быть даже 7-й ряд, просто прибавляйте в каждом ряду по одинарной петле между прибавками. У меня получилось 4 прибавки. Дальше я буду вязать по прямой. И с этой стороны ряда я тоже сделаю 4 прибавки симметрично. Одна уже у меня была в начале, останется сделать равномерно 3 вот в этой части вязания.
Я закончила ряд вязанием 3 одинарных петель и соединяю конец и начало ряда. Как обычно, воздушную петельку пропускаю, в первую косичку ряда вкладываю крючок и провязываю свободным краем ленты. Вот так. Видите, она тоже не идеально у меня выглядит. Если ее положить под пресс рук, так скажем, то она становится плоским овалом. Значит, мы все сделали правильно. Можете ее прогладить, если вас смущает, что она закручивается. Дальше я начинаю вязать стенки рюкзачка. Для этого я делаю петлю для подъема. Стеночки у меня должны быть перпендикулярно расположены уже дну, поэтому сейчас я не буду делать никаких прибавок. Мне нужно, чтобы стеночки начали загибаться и уходить вверх. Рисунок у стеночек будет не совсем обычный. Первую петлю я провязываю столбиком без накида, потом я вяжу воздушную петельку и вот эту петлю пропускаю, которая должна быть следующей. Через одну вкладываю крючок, вяжу столбик без накида, делаю воздушную петлю, петлю пропускаю, следующую вкладываю крючок и вяжу столбик без накида. И таким образом вяжу до конца ряда. Видите, какие у меня как бы дырочки получаются между столбиками без накида. Я подошла к началу ряда. И если вы помните, начинали мы со столбика без накида. То есть, по идее, так как у нас с вами чередуются столбик без накида и воздушная петля, следующая петелька должна быть воздушной. Так я и делаю. Провязываю воздушную петлю и только после этого соединяю начало и конец ряда. Так же, как мы соединяли с вами ряды на дне рюкзака. Немножко передвину маркер. Вот смотрите, нам необходимо вывернуть в обратную сторону теперь наш рюкзак. Вот. Помочь ему придать форму. И можно начинать вязать второй ряд. Вяжется второй ряд точно так же. Мы делаем петлю для подъема и вяжем этот же самый рисунок, но теперь уже в шахматном порядке. Там, где у вас внизу столбик без накида, вы вяжете воздушную петлю, то есть вначале нам нужно сделать даже 2 воздушных петли. А где у вас отверстие внизу, вы туда вкладываете крючок и вяжете столбик без накида. Вот так. Затем снова воздушная петля, столбик без накида вы пропускаете, кладете крючок там, где есть дырочка, и вяжете столбик без накида. И так вяжете до боковых частей рюкзака. На боковых частях мы сделаем небольшие прибавки, чтобы придать рюкзачку форму бочонка. Давайте разберемся с прибавками. Прибавки я буду делать только в одном ряду, во втором, и сделаю их всего 4. Для этого мысленно я отмечу вот на боковушке вот такие 2 места, на одной и симметрично на боковой части рюкзака. Вот в этих 4 местах я и сделаю прибавку. Сейчас покажу, как я буду ее делать. Я дошла до того самого места, где я захотела сделать прибавку. Провязала уже воздушную петлю. Мне нужно вложить крючок вот сюда в отверстие. Вкладываю его, вытягиваю ленту и вяжу столбик без накида. Затем делаю воздушную петлю и вкладываю крючок прямо туда же, в то же самое отверстие. И опять вяжу столбик без накида. Дальше вяжу по рисунку до следующего места, где я захочу сделать прибавку. Вот второе симметричное место, где я тоже сделаю прибавку. Я сюда вкладываю крючок, провязываю столбик без накида, делаю воздушную петлю и следующий столбик без накида я вкладываю прямо в то же самое отверстие. Вот так. Вторая прибавка готова. Дальше буду вязать до следующей боковушки и там также симметрично сделаю 2 прибавки. Все остальное время я буду вязать рюкзак без прибавок до той высоты, которая мне покажется оптимальной. Таким образом я провязала 19 рядов и, как вы видите, примерно на 1/3 полотна я поменяла цвет. Захотела, чтобы у меня рюкзак был двухцветный. Сейчас я вам покажу, как можно поменять цвет пряжи.
Представим, что я сейчас хочу довязать экрю последний ряд, и следующий ряд уже вязать цветом розовый кварц. Вот я уже соединяю первую и последнюю петельку этого ряда, добавляю новый цвет. То есть я вкладываю, как обычно, крючок под первую петлю ряда, а вытягиваю уже свободный край нового цвета и протягиваю его сквозь обе петельки на крючке. Затягиваю и делаю воздушную петлю подъема, как обычно мы это делаем. После этого у нас с вами будет два хвостика. Один хвостик нового цвета, другой хвостик старого цвета. Мы сейчас их с вами спрячем внутрь ряда, чтобы нам потом нужно было меньше прятать в конце вязания хвостиков. Вот сейчас я по рисунку должна сделать воздушную петлю, потому что у меня здесь столбик без накида. И вот сюда я вкладываю крючок и вяжу столбик без накида. Хвостики у меня внутри ряда остаются. Я их положила на ряд и обвязываю с разных сторон. Снова делаю воздушную петлю. И снова столбик без накида. И таким образом продолжаю вязание, пока у вас хвостики не скроются, совсем не останутся внутри. Вот таким образом можно менять цвета пряжи во время вязания. Хочу сразу уточнить, что вот этот рисунок, он не очень хорошо держит форму. Я бы его не советовала использовать для вязания корзинок. То есть он хороший именно для сумок и рюкзачков, потому что он получается мягкий и гибкий. А также у него есть отверстия, встречаются, поэтому для этого рисунка было бы неплохо использовать подклад. Итак, у нас с вами готово дно и стеночки рюкзака. Стеночки, как я уже говорила, я вязала без убавок, просто я внутрь согнула боковушки. И в будущем я вот здесь продену завязки, которые будут придавать такую же форму рюкзачку. Нам остается связать крышку и сделать лямочки. Сейчас покажу вам, как связать простым способом овальную крышку для рюкзачка. Для этого делаем первую петлю. Немного ее затягиваем, не до конца, так как она будет служить нам петелька воздушная, это не будет узелок. После этого продолжаем набирать воздушные петли. Петелек всего должно быть 12. Петель получилось, не пугайтесь, что вам она покажется узкой, эта полосочка. Мы будем крышку обвязывать еще вокруг, поэтому ширина крышки увеличится. Плюс в процессе вязания эта цепочка, она растянется. После того, как вы провязали 12 воздушных петелек, одну петлю необходимо провязать для подъема. Петлю для подъема мы пропускаем и вкладываем крючок вот в эту петлю и провязываем столбик без накида. Вкладываем крючок в следующую петлю и так делаем до конца ряда. Я дошла до конца ряда, вот в эту первую петельку я тоже провязываю столбик без накида, придерживаю ее, потому что она держится у нас не крепко пока, вот, и затяну ее. Вот так получилось. Дальше делаю воздушную петлю для подъема и переворачиваю вязание. Вот эту петлю, из которой у нас вяжется воздушная петля, я пропускаю. Следующую вяжу столбик без накида. Ну и дальше тоже вяжу столбиками без накида до конца ряда. Я связала 8 таких рядов. У меня получился прямоугольник. Из 9-го ряда я начну закруглять наш прямоугольник, чтобы он получился более овальный по форме. Вяжу петлю для подъема, переворачиваю вязание. И для того, чтобы нам закруглить край, я первый столбик без накида буду вязать не вот в эту петлю, как должна была бы, а в следующую. То есть одну петлю я пропущу. Вот так. И таким образом у меня получится скругление. Довязав до конца ряда, я там симметрично сделаю такой же прием. Я дошла до 2 последних петелек ряда. Сейчас должна провязать вот сюда и вот сюда последнюю петлю. Вот эту вот предпоследнюю я пропускаю. Вяжу сразу последнюю петлю ряда. Провязала. Таким образом у меня здесь тоже получается скругление.
делаю петлю для подъема, переворачиваю вязание. Следующий ряд вяжу также, пропускаю первую и предпоследнюю петлю, чтобы у меня получилось скругление. Я провязала еще 2 ряда со скруглениями, итого у меня получилось 4 ряда со скруглениями. И у меня получилась вот такая овальная крышка. Она у меня сгибается, видите, если ее отпустить, она не лежит ровно, согнутая. Для того, чтобы она легла ровно, необходимо ее прогладить или положить под пресс из книг на ночь. После того, как я погладила деталь с паром, она стала у меня принимать идеальную форму овальную. А можно оставить ее в таком виде и пришить к рюкзаку, либо можно сделать обвязку. Обвязка сделает край более аккуратным. Я буду обвязывать. Обвязывать крышку я буду по ходу вязания. Вот здесь у меня был последний столбик провязан. А в эту же петлю я провязываю еще один столбик, чтобы скруглить угол. Вот так. Дальше вкладываю крючок под вот эти вот 2 стеночки петли, провязываю еще столбик без накида. Теперь под следующие 2 стеночки петли тоже столбик без накида, и сюда еще один столбик, чтобы повторить закругление крышки. Вот так. Теперь под следующие 2 стеночки петли 1 столбик. Под следующие 2 сделаю, то есть чередую 1 столбик и 2 столбика без накида. Вот так. Как только закругление закончилось, дальше вяжу по прямой просто столбиками без накида. Берите за самые крайние стеночки, так выглядит аккуратнее. Я дошла до угла крышечки. Угол крышечки нам нужно тоже повторить. Для этого в самое-самое крайнее угловое отверстие вкладываем крючок и провязываем 3 столбика без накида, чтобы плавно повернуть. Так, 1, 2 и 3. И таким образом повторили форму угла 90 градусов. Дальше вяжем по прямой до следующего угла. Угол вяжем аналогично. Находим самую крайнюю угловую петлю и в нее вяжем 3 столбика без накида, чтобы повторить угол. Дальше вяжем по прямой до тех пор, пока крышка не начнет закругляться. Когда дошли до закругления, опять чередуем 1 столбик без накида с 2 столбиками без накида, чтобы плавно повторить закругление. На этом месте вязания заканчиваю, соединяю вот эту петлю, которая у меня есть, с началом ряда соединительной петлей. Вот такой. Нитку обрезаю и вытягиваю, и прячу хвостик. После обвязки деталь также хорошо прогладить и отпарить. Крышка готова, нам останется ее пришить к рюкзачку. Перейдем к вязанию лямочек. Я связала вот такие лямки для рюкзака, связаны они крючком и пришиты обычными нитками. Я их пришила, получилось довольно прочно. Для того, чтобы связать лямку, я набираю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Получилось вот так. Вкладываю крючок во 2-ю петлю, вытягиваю край ленты и не провязываю. Опять вкладываю крючок в 3-ю петлю, вытягиваю край ленты и снова не провязываю. Вынимаю крючок из последних 2 петель, придерживаю их пальцем, чтобы они у меня не ускользнули. 1-ю петлю провязываю, как соединительную или как воздушную. Вкладываю крючок во 2-ю, провязываю 2-ю. Вкладываю крючок в 3-ю петлю и провязываю 3-ю петельку. Вот так получается. Теперь снова снимаю крючок из первых 2 петель, провязываю 1-ю петлю, вкладываю во 2-ю, провязываю 2-ю, вкладываю в 3-ю петлю, провязываю в 3-ю петельку. Получается вот так. Вынимаю крючок из первых 2 петель и опять их по очереди провязываю. Таким образом
у вас получится шнурок круглой формы. Такой шнурок в процессе носки все равно будет вытягиваться, даже если вы возьмете маленький крючок. Так как рюкзак у вас будет все-таки чем-то наполнен и под тяжестью вещей, лямки будут вытягиваться, это точно. Сейчас расскажу вам, как рассчитать длину таких лямок. Во-первых, нужно вам взять свой рюкзак, который вы носите, или у кого-то позаимствовать его, чтобы померить длину лямок, с которой вам комфортно ходить. Когда вы ее измерите, вам нужно, конечно же, эти лямки сделать такого же размера. Но прежде чем измерить их, вытяните их хорошо. И вот в таком вытянутом положении их нужно измерять. Мои лямочки 60 сантиметров в длину. Я растянула вот так лямку и вязала до тех пор, пока она в вытянутом состоянии не стала 60 сантиметров. Сейчас покажу, куда я их пришила. Верхнюю часть лямок я пришиваю в центральной части рюкзака с обратной стороны, конечно. А нижнюю часть лямок у меня пришита к границе дна и стенок по бокам, вот так. С таким положением лямок, мне кажется, носить рюкзак удобно и выглядит он довольно симпатично. Также я уже успела продеть нитку в рюкзак, как и говорила, таким образом, чтобы у меня в боковушке рюкзака были вогнуты вовнутрь. Вот так продета нитка. На ниточке есть зажим на нитках и концевики вот такие вот. Нам остается пришить крышку и выбрать систему закрывания. В моем случае это будет портфельный замок. У меня есть вот такой портфельный замок. С обратной стороны он крепится металлическими усиками к изделию. Эту часть замочка я прикреплю к основной части рюкзака. А вторая часть замка, закрывающаяся, у меня тоже крепится вот такими вот шипами. Предварительно я эту часть замка раскрыла, сейчас покажу как. То есть выглядит она в сложном виде вот так. Вот здесь по бокам металлические зажимы. Я их разжала, замочек у меня раскрылся благодаря этому, и я могу в этот замок вложить крышечку. Вкладывайте в замок центральную часть крышки. Убедимся, что замочек симметрично расположен. После того, как убедитесь, сжимайте хорошо замок и загибайте зажимы обратно, вот эти два зажима. Благодаря шипам, которые есть в этой части портфельного замка, он у вас будет плотно держаться и не вывалится. Портфельные замки можно купить у меня в магазине, ссылка под видео. Продемонстрирую вам, как крепить вторую часть портфельного замка на этой же детали, так как демонстрировать это внутри рюкзака не очень удобно. Просто нужно снять, вот мне немножко нужно разогнуть усики, чтобы они были перпендикулярно. Убрать вот эту вот пластинку, которая идет в комплекте. Приложить портфельный замок в то место, где он должен находиться. Я это делаю, естественно, случайным образом. Плотно прижать полотно к замку, чтобы у вас показались усики. Вложить пластинку к этим усикам, так как она должна находиться относительно той части замка, которая у вас на лицевой стороне. И эти металлические усики чем-то тяжелым, например, обратной стороной ножниц, загнуть. Очень здорово привлекать к этому занятию мужчин. Они справляются с этим быстрее. Мне остается пришить крышку. Пришивать я ее буду немножко поверх лямок, чтобы закрыть место соединения лямок и рюкзака. Пришивать буду точно так же обычными нитками, потому что так незаметнее и крепче. Я пришила крышку и прикрепила вторую часть портфельного замка. Вот такой получился рюкзачок. С обратной стороны лямочки прошиты. Портфельный замок открывается. Подклад я пока делать тоже не стала, но думаю, что в будущем обязательно его нужно сделать, так как рюкзак имеет такой дырявый узор.
Вот. И подклад, конечно, здорово дополняет сумки, портфели, рюкзаки и делает их более гармоничными. Надеюсь, что этот мастер-класс будет для вас полезен. Вы узнаете что-то новое, он вам пригодится в создании классных сумочек и рюкзаков. Пряжу, ленту, фурнитуру и другие инструменты для вязания вы сможете купить в моем интернет-магазине. Ссылка под видео. Всем отличного настроения. Пока-пока!